Всем привет, дорогие друзья! Какие только автомобили мы не рассматривали, и странные, и никогда не выпущенные, и самодельные. Вспомнили, про какие не рассказывали, про безопасные. А ведь безопасность наших близких – это очень важно, особенно в транспортных средствах, способных развивать огромные скорости. Сегодня мы рассмотрим самые безопасные автомобили последних лет и узнаем, действительно ли авто становится безопаснее. А кто досмотрит это видео до конца, узнает, какое место в машине самое безопасное. Пристегнитесь и погнали! Вы наверняка видели кадры с краш-тестов. Там, где специальных манекенов со специальными датчиками, отслеживающими силу удара, сажают в машину. А дальше у такого манекена 4 пути. Лобовое столкновение, столкновение в бок или сзади, инцидент с пешеходом. В каждом варианте агентство безопасности выставляет оценки за тяжесть нанесенных манекену травм. Особенно обращается внимание на травмы головы, позвоночника и шеи. Если автомобиль не проходит краш-тест хотя бы на уровне удовлетворительно, то он снимается с продажи. Если вы живете достаточно долго и помните авто из 80-х и 90-х годов, то наверняка знаете, как отличаются банальные ремни безопасности тогда и сейчас. Что уж говорить про подушки безопасности. Для тех же, кто не застал или не помнит, мы перечислим обязательные пункты обеспечения безопасности для пассажиров и водителя. Ремни безопасности. Чем плотнее они фиксируют человека в кресле, тем лучше. Так предотвращаются травмы от ударов о приборную панель, сиденье, потолок или двери, и создается больше пространства под раскрытие подушек безопасности. Кстати, первый привычный нам ремень безопасности, двухточечный, застегивающийся на поясе, был изобретен в 1909 году, а вот трехточечный, протянутый от плеча к поясу, изобрели шведы почти 50 лет спустя, и уже в 60-е и 70-е многие страны обязали производителей автомобилей в обязательном порядке устанавливать ремни безопасности на передних сиденьях. Аварийные подушки сейчас – это обязательный пункт базовой системы безопасности, но их путь к массовому использованию тоже занял почти 70 лет от первых патентов в начале 20 века до повсеместного внедрения хотя бы на водительском месте в 90-е, в то время как сейчас они есть и на пассажирских, и сбоку, что серьезно снижает сложность травм при боковых столкновениях. Даже такая, на первый взгляд, простая вещь, как подголовники, защищают человека от шейных переломов во время сильных столкновений. Ну а про то, как инженеры, разрабатывающие раму и корпус авто, следят за результатами тестов, мы вообще молчим. На самом деле там столько нюансов, что только про это можно сделать отдельное видео. Ведь каркас должен выдержать определенный уровень деформации, или же двигатель обязательно должен уходить вниз при лобовом столкновении. Ни в коем случае не в салон. Но это все было во многих машинах и к концу 20 века. Современные же модели обеспечены системами ночного видения, электронными системами контроля устойчивости, которые помогают водителям сохранить контроль над автомобилем, антиблокировочная система торможения, которая позволяет управлять машиной даже в моменты экстренного торможения, когда колеса могут быть заблокированы резким нажатием тормоза. И как вы уже, наверное, поняли, у всех участников сегодняшнего видео есть все из перечисленного и даже больше. Для Subaru Forester, например, создали двигатель с заниженным центром тяжести, чтобы при лобовом столкновении он уходил не в салон и не на пассажиров, а вниз. Различные системы для стабилизации управления кроссовером, обеспечения короткого тормозного пути и удержания на дороге делают авто безопасным не только для пассажиров и водителя, но и для пешеходов. Ведь не только электроника, но даже проект кузова, в особенности его фронтальная часть, были разработаны так, чтобы минимизировать ущерб. Audi Q5 стабильно с 2008 года получают от Euro NCAP высокие оценки безопасности для водителей и пассажиров. Также на его счету звание самого безопасного выбора от IIHS. Audi Q5 считается первой моделью авто, которая получила это звание на протяжении 5 лет. Исследователи отмечали особую конструкцию переднего бампера, которая сводит к минимуму ущерб для остальных участников дорожного движения, будь то пассажиры или другие автомобили. В базовую комплектацию авто входит автоматическое напоминание о пристегивании ремней. Ведь без этого во время аварийной ситуации не сработают подушки безопасности. Также внутри салона есть специальные занавесы, защищающие пассажиров от осколков, и различные интеллектуальные системы для помощи водителю во время движения на дорогах или парковке. А теперь настало время разобраться в очень распространенном мифе. Правда ли автомобили Volvo самые безопасные в мире? Посмотрим.
Действительно, многое из того, что составляет пассивную и активную систему безопасности любого приличного автомобиля, создано в Швеции. Будь то трехточечный ремень, двухступенчатая подушка безопасности или функция предупреждения об опасности столкновения и функция поддержки торможения. Действительно, 5 моделей Volvo получали очень высокие оценки уровня безопасности и звание самых надежных. Среди европейских брендов класса люкс, Volvo единственная компания с таким количеством этих титулов по данным отчета IIHS. А если говорить о Volvo XC60, то он не только получил 5 звезд Euro NCAP, но и стал самым безопасным в своем классе. И все это благодаря новаторской системе City Safety, которая включает в себя невозможные функциональные средства для контроля поведения автомобиля на дороге. Для этой модели базовыми функциями являются предупреждение о сходе с полосы движения, предотвращение опрокидывания автомобиля, автоматическое притормаживание и предупреждение о вероятном столкновении, предупреждение о другом автомобиле в мертвой зоне видимости, помощь во время параллельной парковки, контроль за утомляемостью водителя. И это не все. Также конструкторы хорошенько поработали над усилением ребер жесткости в дверях и кузова в целом. Нашпиговали Volvo XC60 подушками безопасности вплоть до того, что одна такая есть на капоте и предназначается она пешеходу, чтобы смягчить его удар о лобовое стекло в случае аварийной ситуации. В целом, все это звучит действительно как очень безопасная машина, но надо помнить, что такая комплектация не на всех моделях Volvo. Или, например, в Renault наверняка готовы поспорить со званием самый безопасный. Долгое время чуть ли не весь модельный ряд Renault был отмечен Euro NCAP как очень надежный. И не мудрено, ведь в лабораториях Renault каждую неделю в стену или другие препятствия летит 2 автомобиля. 2 в неделю. Это больше сотни автомобилей в год. Для сравнения, в аналогичном центре безопасности у Volvo в среднем показатель 1 автомобиль в день. Больше 300 хорошеньких Volvo в год пускается в утиль для улучшения систем безопасности. В общем, Volvo не самый безопасный автомобиль во вселенной, но точно один из самых надежных брендов, постоянно работающих над улучшениями. И раз уж мы снова о краш-тестах, время поговорить о манекенах, которые непосредственно в них участвуют. Так уж вышло, что с момента поступления в продажу первых автомобилей до первых жертв в авариях прошло не так много времени. Первая авария с жертвой Мэри Уорд произошла в 1869, и из-за особенностей конструкции, например, приборная панель из металла, пассажиры получили страшные травмы, часто несовместимые с жизнью. А вот первые попытки исследовать возможный урон для пассажиров начались только в 30-х годах 20 века, и устроены эти испытания были не совсем привычным нам образом. Для начала они проводились на трупах. В тот период были получены фундаментальные знания о человеческих травмах, полученных во время тех или иных дорожных инцидентов, что спасло множество жизней. Но в конце концов, не бывает 2 одинаковых тел, и чистота экспериментов ставилась под вопрос. Да и этические проблемы возникали постоянно. Например, было просто невозможно использовать детские тела. Женские в руки исследователей попадали редко, что создавало перекос полученных данных в сторону пожилых мужчин. Некоторые исследователи рисковали и использовали добровольцев, а некоторые животных. Но все же это тоже было признано неэтичным, и в итоге было принято решение использовать манекены. Но даже тут все оказалось не так просто, несмотря на постоянные улучшения в отслеживании тех или иных травм. Это все еще был усредненного размера мужчина, что опять же создавало перекос в полученных данных. Со временем производители автомобилей разнообразили линейку манекенов и стали проводить краш-тесты, например, на манекенах с ожирением, и выяснили, что вопреки расхожему мнению, жир не спасает человека от повреждений. Наоборот, травмы нижних конечностей получаются серьезнее. С детскими и женскими манекенами все еще сложнее, ведь долгое время производители использовали просто уменьшенную версию мужского манекена. И только недавно исследователи задумались, что антропометрия таких манекенов не отражает реальную физиологию и собираются исправить подобную недоработку. Так что в ближайшие 10 лет автомобили будут становиться только безопаснее. И это предположение подтверждается в Hyundai Santa Fe. В этой модели, помимо уже вполне стандартного круиз-контроля с адаптацией и различных систем с искусственным интеллектом, есть очень уникальная функция. Внутри салона Santa Fe встроены датчики движения, которые срабатывают, когда машина заперта. Разработали эту систему специально, чтобы уменьшить статистику детских смертностей в транспортных средствах.
Но новшества в Санта-Фе касаются не только электроники. Также в Hyundai обновили кузов, добавили элементы горячей штамповки, что повысило прочность в 2,5 раза. Но это все кроссоверы, а что с автомобилями поменьше? Без ложной скромности, одним из самых безопасных автомобилей может похвастаться, конечно же, Mercedes. В моделях А-класса водителю ассистируют лучшие системы искусственного интеллекта, включая такие как помощь в соблюдении безопасной дистанции, видеообзор в 360 градусов при парковке и даже про пешеходов не забыли. При опасном сближении в капоте срабатывают специальные датчики, которые запускают подъем капота. Это позволяет защитить пешехода от тяжелых травм. В моделях S-класса, помимо распространенных функций для безопасности вождения, есть и интеллектуальное управление освещением фар, которое регулирует интенсивность света в зависимости от погодных условий, и, конечно же, присутствует отслеживание усталости водителя. Конечно, одним Mercedes'ом не ограничимся. Subaru Accent, Toyota Camry, Honda Accord – все они обладают различными системами, которые направлены на защиту пассажиров и водителя. Сигналы о пересечении полосы, система распознавания усталости водителя, предупреждение о нарушении дистанции и обнаружении препятствий на дороге. И все это исключительно про электронику. Конечно, с каждой из них также поработали инженеры и конструкторы, чтобы кузов и двери были прочнее, чтобы в салон влезло как можно больше подушек безопасности и не только сбоку или спереди. Часто в современных моделях своя подушка безопасности есть и у пассажиров, занимающих заднее сиденье авто. Слышали такое мнение? Мол, современные машины сделаны из пластмассы, а старые их делали из настоящего металла и они были прочнее. Оно на самом деле очень распространено. Настолько, что Национальное управление безопасностью движения на трассах США было вынуждено опубликовать статистику аварий со смертельным исходом. Такие обычно происходят на высоких скоростях, и обнаружилось, превышение скорости в автомобиле, сделанном до 1984 года, приводило к риску смертельного исхода в 55% случаев. А если то же самое делалось в машине 2017 года, то риск смерти в случае аварии снижался почти в 2 раза, до 26%. Совершенно точно можно резюмировать, автопром совершенствуется не только в сторону мощности и скорости, но и в сторону сохранения жизни. Мы тоже можем сравнить и обратить внимание на системы безопасности автомобилей из 90-х. Например, в BMW 5 Series E34 было только 2 подушки безопасности у водителя и перед пассажирским сиденьем. Да, была система, которая проверяла, застегнут ли ремень безопасности. И, конечно, подголовники. Боковые подушки безопасности были доступны только для некоторых моделей, как дополнительная функция. В инструкциях к Mercedes-Benz W124 специально уточняется про обязательное использование детского кресла, если ребенок ниже 150 см, потому что ремни безопасности не смогут его надежно зафиксировать. А уже надежная фиксация помогает при срабатывании подушек безопасности, встроенных в приборную панель, и на этот раз в двери. Понимаете, да? За эти 30 лет упор был сделан не только на совершенствование механизмов ремней или подушек безопасности. Разработчики совершили огромный рывок по повышению надежности самого управления автомобилем, чтобы до срабатывания подушек просто не дошло. То ли еще будет. Ждем с нетерпением развития технологий в машиностроении. А пока автомобили безопасны на жалкие 97, а не на 100%, давайте разберем, какое место в автомобиле может считаться самым безопасным. Например, слышали, что пассажирское кресло рядом с водителем называют местом самоубийцы? Или вы из тех, кто слышал, что оно самое безопасное? Оба мнения имеют под собой основу. Первое идет из тех времен, когда с безопасностью в автомобилях было все очень плохо, и пассажир на этом месте получал очень серьезные травмы, как при лобовом, так и при боковом столкновении. Второе более современно, ведь пассажирское сиденье последние несколько десятков лет оснащено подушкой безопасности. Все же, несмотря на улучшение ситуации с безопасностью, если вы ищете самое безопасное место в автомобиле, то это не оно. Особенно если удар во время аварии приходится на правую сторону. По этой же причине, не лучший вариант это место во втором ряду за пассажирским сиденьем. Хотя исторически так сложилось, что обычно на нем ездят дипломаты, чиновники и бизнесмены. К тому же при лобовом столкновении контакт с пассажирским креслом может привести к серьезным переломам. Место за водительским имеет свои плюсы, ведь водитель во время аварийной ситуации зачастую пытается вывернуть влево и уйти от столкновения.
Так что при условии, что водитель быстро ориентируется, пассажир на этом месте может отделаться легким испугом, но такое бывает редко. И, наконец, ответ на вопрос о самом безопасном месте в автомобиле. Для тех, кто досмотрел видео до конца. Неважно, ищете вы его для себя или для того, чтобы разместить детское кресло, это место посередине во втором ряду. Отсутствие перед ним кресла, скорее всего, спасет пассажира от переломов ног. При боковом столкновении деформация кузова до него может не добраться. При заднем ударе эти места защищены либо багажником, либо еще одним рядом кресел. Вот такой обзор у нас получился. Надеемся, что вы узнали что-то новое, а может быть, присмотрели себе новое авто. Если же нет, загляните к нам на канал. Там найдется несколько роликов про автомобили, и возможно вы встретите свою мечту. А мы пошли делать новые ролики. До встречи!